Poco F5. Да-да, опять он. Я сделал уже кучу обзоров на данный девайс, но у людей все равно остаются вопросы. А у меня и моих подписчиков новые проблемы возникают. Надеюсь, хоть в этот раз я дам полный гайд от и до. Стоит ли вообще его брать или, может, купить какой-нибудь iPhone. Ну, естественно, для PUBG. Начнем мы с характеристик, ну, самое основное, а потом уже будем двигаться к проблемам. Во-первых, экран 120 Гц. Я думаю, это сейчас must-have. Потом, аккумулятор 5000 мАч. Вроде правильно, да, сказал? Батарея реально очень емкая, ее хватает на часов 5-6, может, игры. Если, конечно, аккумулятор не повреждать. Об этом я заговорю чуть-чуть попозже. Да, у многих людей в этом проблема. Самый долгожданный вопрос. Сколько же FPS в PUBG на данном девайсе? Ребята, на Poco F5 90 FPS в PUBG. Как у меня, так и у всех моих подписчиков, которые купили данный девайс и прислали мне скрины, хоп, у меня 90. И это не зависит от ROS-теста, Global версии или может даже Евротест. Но сразу говорю, я не являюсь в данной теме профессионалом. Это лично мое мнение, основанное на анализе моего девайса и девайсов моей аудитории. Ну, Poco F5, естественно. Это, скорее всего, зависит от региона, в котором вы приобретаете данный девайс. Также у меня есть куча ребят, которые жаловались на нехватку FPS. То есть, вроде бы они включают 90, но не чувствуют их в PUBG. Я не знаю, с чем связана эта проблема, реально ли они их не чувствуют или им просто так кажется. Я не знаю. У меня 90, у меня все стабильно. Честно скажу, вот здесь я не знаю, что делать. Единственное, что я могу сказать, я покупал в России, и у меня Global версия данного устройства. Если эта информация вам как-то поможет. Ну ладно, это насчет самого больного, а теперь приступим к другим пунктам. Есть один факт, в котором многие заблуждаются. Я считаю его мифом. Вы, наверное, не раз видели видосы, и у меня на канале они были, потому что я раньше тоже в этом заблуждался. Что типа, если очищать питание и производительность, у вас будет 90 FPS. Ребята, это неправда. Вы можете спорить со мной сколько захотите, но я так не делаю, у меня стабильно 90 кадров в секунду. А у моей аудитории, которые как раз таки продвигают данную тему и постоянно ей пользуются, именно у них почему-то потом возникают проблемы. Да и вообще, никто не знает, безопасно это или нет, и как это влияет на в целом всю систему смартфона. Так что думайте сами, решение принимать исключительно вам. Итак, кстати, у меня телеграм-канал есть. Скоро буду там проводить розыгрыши, турниры, кастомки и так далее. Если интересно, заходи. Ну а мы, собственно, идем дальше. У большинства ребят возникает вопрос по поводу клавиатуры. Да, дело в том, что в PUBG Mobile на Poco F5, когда печатаешь в чат, не видно, что ты печатаешь. Вот эту проблему как решить, я не знаю. Но есть куда более серьезная проблема, которую я выдвигал в прошлом видосе и не знал, как ее решить. Это, в принципе, невозможность использования клавиатуры. Решается она, как оказалось, очень легко. Просто нужно зайти в настройки клавиатуры и поставить Gboard. Все, проблема решена. Печатайте сколько влезет. Далее, тревожащая всех проблема слета герцовки. Это когда вы просто играете, и у вас ни с того ни с сего вдруг 90 FPS пропадают и становится 60. И это, в общем-то, очень заметно. У меня эта проблема была очень часто, до того момента, пока я не купил кулер. Оказалось, у меня смартфон просто нагревается, да и все. Многие ребята говорили там, скачай SetEdit, там вот это все, блять, это все поможет. Нихуя это не поможет, я так делал. Я это сделал, как только его купил. Ничего это не помогло. Сейчас у меня этой проблемы уже нету. А если и есть, она возникает очень прям редко. Я просто перезахожу в игру. Все, проблема решена. А теперь насчет глобальных катастроф. Почему Poco взрываются? Да, уже там мемы пошли, о май гад, Poco. Не знаю, у меня уже второй Poco, и он мало того, что он не взрывается, он даже не нагревается у меня. Если он взорвется, я обязательно об этом сообщу в моем телеграме, ага. Ну а теперь причины, почему же так происходит. Ну вы побольше оставляйте его на всю ночь заряжаться и играйте на зарядке, так еще и без кулера, блять. Гениально. Все вот эти действия уж как минимум повлекут за собой ранний износ аккумулятора, и вам его придется как минимум менять. Ну, делайте выводы. Я вообще советую даже чехол снять. Ну, во время игры, естественно. Да, самое важное, без кулера играть на таком девайсе нельзя. Взорвется нахуй. Кулер, если что, я заказывал на Wildberries, Alt Energy. Если что, в ТГ он есть, там во вложениях. Да на самом деле любой можно купить. Еще куча вопросов летит в мой адрес. Денджел, какие у тебя настройки в Game Turbo? Ребята, я не играю с Game Turbo. Вот, ну не использую я его и все. Также у многих ребят на Poco проблема со встроенной записью. Вы когда снимаете свой геймплей, звук отстает примерно на секунду. Не знаю, как это решать. Даже не смотрел. Я пользуюсь глипом.
меня все устраивает. Если кто-то вдруг знает, как решить эту проблему, напишите в комментариях. Может, вы поможете ребятам, которые ищут, как эту проблему решить. Насчет просадок в игре. Не буду врать, нет ни одного девайса, на котором не было бы просадок. На каких-то телефонах они происходят достаточно часто, а на других практически не происходит. Я пользуюсь данным девайсом Poco F5 уже практически полгода. Просадки бывают, но редко. Прям очень редко. В основном стабильно 90 меня все устраивает. Еще раз, ребята, у меня нет цели его продать или как-то продвинуть. Я говорю просто правду, как есть. Мне не платил никто за эту рекламу. Я просто делюсь с вами своим мнением. Также есть еще одно заблуждение у ребят, которые вообще не понимают, зачем нужна оперативная память. И они спрашивают, на 8 гигабайт или на 12 гигабайт брать. Ребят, да практически без разницы. Но есть самый страшный вопрос. Нужно ли расширять оперативную память? Ребята, вы понимаете, зачем ее расширять вообще? Она вообще не окажет никакого влияния на производительность PUBG Mobile. Дело в том, что когда вы расширяете оперативную память, телефон резервирует фиксированный объем внутренней памяти, и он переводит ее в разряд оперативной памяти. Этого делать вообще не нужно. Но если у вас прям триггер, и вы не можете успокоиться, расширьте, просто это никак не повлияет. Ну что, друзья, наверное, на этом все. Это все проблемы, которые мне известны на данный момент. Поставьте этому видосу лайк, подпишитесь, напишите комментарий, там, согласны, не согласны, я не знаю, какие у вас проблемы и вообще рекомендуете ли вы брать Poco. Ну и все, пользуйтесь смартфоном правильно, чтобы он у вас не взорвался. Я желаю вам приятной игры. Всем пока, друзья, спасибо за просмотр.